Ну что, надо как-то доставать его, да? Вот это надо освобождать. Пакеты. Приветствую всех любителей турбореактивной тяги. Сегодня у нас на повестке дня подготовка самолета с очень мощным реактивным двигателем для полетов. Двигатель лежит в этом коробчуне. Я его уже пробовал запускать с новым насосом. Вот он насосик, и теперь мы сможем, друзья, запустить самолет. Я обещал это сделать в этом году, пока год не закончился, пока не полетели белые мухи. Нужно его запустить и посмотреть, как он летает. Двигатель имеет 18 килограмм тягу. Он очень мощный. Самый мощный, который мы сюда ставили, был 8 килограмм. Летал он и на 8 килограммах бодро. Но вот это что-то страшное должно быть. Итак, начинаем внедрять двигатель с мозгами. И еще нужно ряд мероприятий для того, чтобы подготовить самолет к запуску. Крепится на 4 шурупах. Все это дело. Нужно перепаять разъемы. Разлюбил я красные разъемы. Вот эти. Все перепаиваю теперь на желтенькие. Большой объем когда-то был проделан. Все на красных было сделано у меня. Ну, то есть заточено все под них. Теперь все, абсолютно все приходится перепаивать. Блин. Ну, другого варианта нет. Переходим на другой, на вот такой формат. Все подсоединили, пришлось удлинить провода. Особенно длинные на батарейку пришлись. Проходит через весь фюзеляж самолета. Сейчас будем тестировать турбину. Насос закреплен, клапан закреплен. Ну и здесь подкачка топлива тоже закреплена. В принципе, все готово. Первый запуск. О, что такой тяжелый. Вместе со столом поднимались. Первый запуск с этим мощным двигателем. Раньше попытки только были, но из-за плохого насоса не запускался. Так, затрещало. Ну, вроде пошел процесс. Выключил? Да, топливо заканчивается. Ну, топливо закончилось, друзья, мало было в расходном бачке, надо заряжать и пробовать делать пробежечки. 4. Используем керосин с 5% масла Аэрошел 500. Давай. Да сейчас размаслает. Не? Где я его тебе возьму? А что случилось? Вот так бывает. А в машинах нет?
Первый раз в жизни нужен был огнетушитель, ребят. А под рукой не было его. Вот что получилось. Залили другой керосин. Не запустился двигатель. Пошел какой-то огонь непонятный. Вот. Ну, как-то так. Все-таки не хочет запускаться самолет в небо. Пробежка вот не получилась. Опять надо ремонтировать. Так, ну второй раз пошел процесс. Ты выключил? А? Уже стемнело, а мы по-прежнему запускаем двигатель. И он никак не хочет запускаться, ребята. После пожара что-то там произошло. Мы уже, если честно, и димексидом промывали форсунки. После этого начал запускаться с маленьким насосиком, который слабенький и от 8-килограммовой турбины. То есть тяга там 8 килограмм. А с этим насосом перестал напрочь запускаться. Мы тут уже как только не исполняем, что только не делаем. Трубки удлиняем, там провода на питание удлиняем, укорачиваем. Ничего не помогает. Хотя изменяется. Изменяется в разную сторону процедура запуска. Но полноценного запуска пока что так и не удалось добиться. К сожалению, уже что только не делали. GoPro-шка чуть не сгорела, ребят. Вот что от нее осталось. Ну, как бы... Она сама в нормальном состоянии, но одна трубка из карбона отгорела. Здесь тоже обуглились деревянные крепления камеры. Просто жесть, дичь какая-то. Пожар вообще апокалипсисный. Ее предположение, почему начался пожар. Моторчик стартера не вошел хорошо в зацепление с ротором. И он слабенько раскручивал турбину, в то время как топливо подавалось в штатном режиме много. И в итоге все это горело, пламя не раздувалось, и произошел пожар, ребята. В общем, больше такого не было. Мы вот уже, наверное, раз 30 пытались запустить. Но как-то нестабильно запускается. А с вот этим насосиком, к сожалению, пока вообще не удалось запустить после пожара ни разу. Наконец-таки удалось разобраться с проблемой запуска и работы двигателя. Пришлось даже выточить специальный буфер, который стоит после насоса и сглаживает пульсации. Вся проблема была в том, что насос слишком мощный для этого двигателя. Он создает определенные вбросы топлива и делает слишком длинные паузы, потому что топливо не успевает прогорать и движок просто-напросто резко глохнет. Первые разы все нормально запускалось, потому что насосик новенький и он не притерся. Как только он притерся, он стал, естественно, мощнее, больше подавать, и в итоге все это дело прекратилось. Много ушло времени на анализ всего этого, чтобы понять, чтобы вообще вот этот буфер сделать. Вообще пришлось тройник сначала подключать, сделать какую-то обратку. В общем, в итоге мы выяснили, что слишком много насос подает. Ну и после чего возникла идея сделать еще одну деталь. Внутри стоит поршенечек на пружине. И получается, насосик вброс дает давление, поршенек отодвигается, и пока насос бездействует, он немножечко поддавливает и поддает топливо. То есть нет прекращения подачи топлива. Потому что в этом двигателе, если подача хоть на долю секунды топлива прекращается, он мгновенно глохнет. Также приступил к ликвидации последствий пожара, вставил внутрь проволоку для того, чтобы скруглить деформированную часть, выгоревшую. Ну и буду теперь с помощью стеклоткани и эпоксидки восстанавливать форму. В общем-то, все как бы просто, все в штатном, можно так сказать, режиме. Одна сторона есть, можно перевернуть и сделать снизу. Здесь пустоты, это получается выравнивающий такой слой, потому что очень уж сильно покоробило сгоревшие места. Ну а так оно вроде бы как более-менее ровно. Снизу даже еще лучше удалось сделать. Ну, вверху прям сильно покороблено было, поэтому там сложнее. Жалко, конечно, что подпалили самолет, но ничего, нет безвыходных положений. Нужно двигаться дальше, нужно побеждать. Скоро будем стартовать, короче. Затарился керосином, вот такое вот гигантское количество. Аэрошел 500 масла закончилось на всех этих пробных и удачных, и неудачных запусках. В общем-то, теперь использую вот это.
Я так посмотрел по характеристикам, оно в принципе такое же. По крайней мере по вязкости оно идентичное. Еще у меня есть вот такое маслице, тоже потом пойдет в дело. Благодаря подписчикам, друзья. Также еще отдельная благодарность тем, кто донатит с пометкой на керосин. Вот он, друзья, вот он керосинчик. Покупаю хороший, качественный керосин. Хочу сейчас влить полный бак и протестировать по таймеру, посмотреть, на каком количестве газа сколько расходуется керосина. Ну, в общем, хочу запланировать, допустим, 2 минуты на холостом ходу, чтобы поработало. Процентов 10-20 на полном газе, ну, а остальное на 50% тяге, чтобы было. Ну, и в таком режиме посмотреть, насколько хватает полного бака керосина. Чтобы потом эффективно летать и не делать слишком частые посадки, когда еще полбака топлива на борту. В общем, сейчас заправляю уже до отказа и будем тестировать. Надеюсь, без происшествий будет. Около 2 минут засеку на холостой ход. Потом добавлю 50% тяги и еще минутку засеку. Добавляю. Теперь 100%. Опять 50. На минуту. Опять 100%. Еще минутку на 50. Даю еще. До полного опустошения бака. Опять 100%. Пока не выключится. Все. Получилось примерно 9 минут. Из них 2 минуты холостой ход. Ну, просто, чтобы запустить самолет, пока туда-сюда по полосе погулять там и так далее. 2 минуты полный газ. И получается почти 5 минут остается на 50% нагрузку. Вот такой получается емкий бак здесь стоит. Позволяет летать, грубо говоря, 7 минут. Довольно-таки неплохо, ребят. Насколько все-таки мощная штука. Нагрелся асфальт в пару метрах от двигателя. 24 градуса. Если мы сместимся, то здесь, видите, уже 12 градусов. То есть в 2 раза нагрелся. Осталось сделать еще один маленький штрих, и подготовка к полету будет закончена. Сейчас мы видим 2 абсолютно одинаковых с виду крыла. Но на самом деле это не так. Можно заметить здесь петли вот такие. Здесь их очень много, кстати. А на втором крыле они совершенно другие. Они основаны на том, что пластмасс просто изгибается и как бы держит. Но по моему опыту скажу, что это очень ненадежно. У меня просто одна половинка крыла вот так упала, и все они отвалились. Именно поэтому я заменил на другие петли. Ну а теперь
Ребята, ну а теперь нужно заменить и здесь, потому что тяга очень большая. И если этого не сделать, ну, крыло может просто развалиться, оторваться или вон. И все полетит в тартарарык. Так что сейчас я разбираю и переделываю петли. Вот они, петельки, заранее закупленные в Китае. Делаю пропилы бор машинкой. И вставляю новые петли. Эти петли должны будут гораздо большую нагрузку держать. И не иметь склонности к отрыванию сразу по всей длине, по крайней мере. Как у меня уже было один раз. Самое, конечно, сложное это вставить в последующем все петли. Ну, мне это удалось, хотя нужно вытаскивать и опять намазывать клеем. Решил клеить обратную сторону на эпоксид. Потому что я просто не успею вставить туда, суперклей слишком быстро сохнет. А здесь надо попадать сразу 8 петель. В общем, развожу эпоксидочку, друзья, вклеиваю. И, в принципе, по большому счету, самолет наш после высыхания будет готов к стартам. Все петли попали. Задвиганто. Оп. Вот здесь тоже нормальная щель получилась. Так. Так. Отлично. Ну и финальная, можно сказать, вещь. Это восстановление кронштейна под видеокамеру. Чтобы был красивый вид. Именно этого мы хотим все, чтобы было видно красивый полет самолета. В общем, так как он сгорел, верхняя планка вообще рассыпалась. Я вот вставил деревяшку. Ну, а боковые сильно обуглились. Я решил заново не делать, я просто восстановил здесь все. Здесь натянуты стеклотканевые трубки, пропитанные эпоксидной смолой. Все это дело уже полимеризуется. Все понатягивал прямо на обугленные доски. Но это их очень здорово укрепит. Кронштейн будет жесткий. Ну а вот сам материал. Это стеклоткань. Намотана в такую бобину. Ну на самом деле это труба стеклотканевая. При ближайшем рассмотрении она выглядит вот так. Очень сильно увеличивается в диаметре, если ее сжимать. Ну а когда мы ее натягиваем, мы распрямляем. И она плотно облегает тело, на которое была натянута. В общем-то, такие дела, друзья. Спасибо Алексею за то, что прислал такую классную вещь. Я реально оценил, мне очень понравилось. И тут целая бобина. Можно прям лонжероны делать на самолетике. Блин, всякие разные такие прочные вещи. Классная штука. Вообще офигеть, ребята. У меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока.